Итак, перед тем, как разбирать, что такое паттерны проектирования, поговорим об отношении между классами и объектами. Была создана такая, скажем, номенклатура, как таблица UML. Вернее, не таблица, а такой язык UML. То есть UML — это, скажем, язык разметки, язык диаграмм, таблиц. И были придуманы, скажем, определенные концепции. Чтобы нам понимать, как у нас взаимодействуют друг с другом паттерны, паттерны тесно связаны с классами и объектами этих классов. Поэтому нам в этом очень хорошо поможет таблица UML. Давайте рассмотрим некоторые принципы. Для начала посмотрим, какими, скажем, вообще, что такое таблица, да? Вот пример какой-то там базовой таблицы. Такими квадратиками представлены классы, например, класс user, класс department и так далее. И стрелочками разными представлены связи между этими классами, между интерфейсами. Вот. Чтобы различать взаимодействие, отношения между этими классами, есть, скажем, такие разные виды стрелочек. Сейчас мы, скажем, посмотрим, в чем различие. Например, известное нам понятие как наследование. Допустим, у нас есть класс user, класс manager, и класс manager наследует класс user. Вот, то есть все просто, обычное наследование. Давайте посмотрим. Обычное наследование у нас вот показано, то есть вот класс 1, класс 2, менеджер, юзер. И стрелочка идет от менеджера к юзеру. И такой треугольник, он не закрашен. Если вам плохо видно, давайте сюда посмотрим. Вот фактически это вот такая стрелочка, не закрашенная. Есть разные разновидности UML-диаграмм, разные понятия, они немножко отличаются от обычного понятия нашего в программировании. Вот, но мы будем так в общем разбирать, да, вот обычное наследование. Стрелочка вверх, стрелочка не закрашена. Здесь она закрашена, а сам ромбик вот этот не закрашен. Треугольник. Отлично. Дальше. Реализация. То есть первое это наследование, второе реализация. Как выглядит реализация? Реализация это обычный наш интерфейс. То есть мы берем какой-то, допустим, интерфейс и реализуем его метод. Вот. Как теперь выглядит эта вещь? Реализация это такая же стрелочка, но она пунктирная. То есть пунктирная как бы на пути к интерфейсу. Это чтобы проще запомнить. Отлично. То есть если ровное это обычное наследование, если пунктирное, то это как бы реализация какого-то интерфейса. Отлично. Далее. Далее рассмотрим ассоциацию. Что значит ассоциация? Допустим, у нас есть два класса, и в классе player принадлежит какой-то команде. Вот, то есть player как бы ассоциирован с этой командой. Давайте посмотрим диаграмму. Вот, то есть в данном случае у нас игрок принадлежит к команде. И также могут быть там разные звездочки, это значит отношение многие к одному, как-то так. То есть много игроков может быть, но команда одна. Вот так можно понимать. Опять же стрелочка, но вместо треугольника обычная стрелочка. То есть это ассоциация. Отлично. И последние несколько примеров. Сейчас мы еще один рассмотрим. Отлично. Последние несколько примеров. Это, скажем, частные случаи ассоциации. Это композиция. Что значит композиция?
Композиция — это значит, что у нас есть какой-то класс, то есть какой-то объект, и второй объект, он как бы должен принадлежать первому, при том, что если мы его уберем, то первый не может существовать без второго. Сейчас поймете, о чем речь. Допустим, у нас класс машина, и в машине есть, скажем, класс двигатель, то есть он как бы создается здесь. Здесь экземпляр класса. То есть машина без двигателя как бы не полноценная машина. Это есть композиция, когда второй класс фактически принадлежит или является составной частью. По-английски has a, то есть такое отношение в таблицах, когда что-то принадлежит кому-то, да? И без него как бы не может. Как это записать? Мы ромбик ставим от того, кто, да, то есть в данном случае от car идет стрелочка к electric engine. Причем здесь она закрашена, то есть композиция, когда она полностью, вот, чтобы лучше запомнить, композиция. И последний случай — это агрегация. Агрегация — более легкая форма. В чем она проявляется? Давайте для сравнения еще здесь создам. Вот то же самое. Вот здесь то же самое, но в чем различие? Различие в том, что мы принимаем как бы в конструктор и присваиваем. То есть здесь не обязательно класс, может быть интерфейс. Как бы мы не жестко создаем, как в этом случае мы жестко создаем объект, а мы просто его принимаем. То есть фактически машина может быть без двигателя. Ну, допустим, у нас такая машина. Вот. То есть она не жестко как бы закодирована. То есть здесь она не жестко сцеплена с этим классом. Как бы так, как-то так. И похожая схема, похожая как с этим, это жесткая композиция, а вот это агрегация. То есть у нас ромбик не закрашен, как будто она не полностью принадлежит ему, да. Вот как-то так. Давайте рассмотрим вот этот класс для примера. Вот что мы здесь видим. Мы можем уже немножко расшифровывать. Видим, например, класс user реализует интерфейс. Почему реализует? Потому что пунктирная линия и не закрашенный вот этот треугольник. Далее. Например, кто? Session Manager содержит юзера. Вот. Почему? Потому что от него идет. И опять же это агрегация, то есть не жесткая композиция, да? То есть без него может существовать Session Manager. То же самое администратор. Администратор и customer, они наследуют юзера. Вот. Отлично. Ну, я думаю, в принципе, более-менее понятно. Теперь нам будет намного легче разбирать разные паттерны.